Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества вязания пряжи». Меня зовут Елена. Сегодня я хочу вам предложить мастер-класс, обучающий видеоурок по вязанию очень красивого, легкого узора. Узор связан крючком. Посмотрите, он какой ажурный. Узор легко и просто вяжется, и с ним даже справится начинающая вязальщица, которая учится вязать. В данном видео мастер-классе я подробно рассказываю и показываю, как читается схема вязания узора и вяжется каждый ряд. Будем вязать вместе с вами. Данным узором можно связать жакет, кофту, жилет, удлиненный жилет, топ, шапочку, палантин, шарф, снуд, а также предметы для украшения интерьера и создания уюта в вашем доме. Это наволочки на подушки, покрывала, накидки. Вот такой вот симпатичный узор. Узор будем вязать вот по этой схеме. Также практически этим узором связан кардиган, который вы видите на фото. Но, по моему мнению, тот вариант узора, который мы будем вязать сейчас вместе с вами, он выглядит и смотрится более симпатичнее, чем тот узор, который связан кардиган. Если вам нравится узор, который я представляю в мастер-классе, вы можете связать себе кардиган по тому варианту, который предлагаю я. Если же вам нравится узор, которым связан кардиган на фото, я сейчас вам покажу, где изменить узор для того, чтобы у вас получился узор, как на кардигане. Вот мы с вами по ходу вязания будем читать схему. И вам необходимо изменить вот эту схему. Вот эту часть центральную вы вяжете как по схеме и по моему мастер-классу. А вот эту часть, если вы хотите, чтобы у вас связался узор как на фото, вы вяжете только элемент из второго ряда. Это 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки, 2 столбика с одним накидом. То есть вот эта дорожка, 2 дорожки, которые идут слева и справа от центральных елочек, вы вяжете вот этот элемент, ракушечку, во всех рядах узора, которую вы берете из второго ряда. И у вас получится узор, как на фото кардигана. Давайте я не буду затягивать видео и приступим с вами к вязанию узора. Легких нам петелек. Приступаем к вязанию узора. Узор я вязать буду вот по этой схеме. Набираем цепочку 36 воздушных петелек. Из них 32 воздушных петельки для узора и плюс 1, 2, 3, 4 петельки подъема. Всего нужно набрать для вязания образца 36 воздушных петелек. Набираю цепочку и провязываю 36 воздушных петелек. Набрала цепочку, приступаем к вязанию первого ряда, читаем схему. Схему читаем справа налево. 4 воздушных петельки подъема, в 5-ю петельку цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее в каждую петельку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Должно получиться с учетом 4 петелек подъема 5 столбиков с одним накидом. 3 воздушных петельки пропускаем.
Вяжем 2 воздушных петельки и столбик с одним накидом провязываем в 4-ю петельку цепочки. 2 воздушных петельки. В эту же 4-ю петельку цепочки вяжем 2-й столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 3 петельки пропускаем. И с 4-й петельки в каждую петельку вяжем 9 столбиков с одним накидом. Следующее это у нас начало 2-го раппорта. 2 воздушных петельки, в 4-ю петельку вяжем галочку, 2 воздушных петельки и далее провязываем 5 столбиков с одним накидом. Но если вы хотите продолжить узор, то вяжете 9 столбиков с одним накидом. То есть начало раппорта вот здесь у нас будет от 2 петелек воздушных до 9-го столбика с одним накидом. Данный узор можно вязать прямыми и обратными рядами и по кругу. Двумя способами. Узор вяжется прекрасно по кругу, легко и просто. 4 воздушных петельки отсчитываем от цепочки. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. По счету он у нас будет 2-й с учетом петелек подъема. В следующую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. В следующую петельку цепочки провязываю, получается, 4-й столбик с одним накидом. И в соседнюю петельку провязываю 5-й столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, 3 петельки цепочки пропускаю, 1, 2, 3 пропустила, и в 4-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же 4-ю петельку цепочки провязываю 2-й столбик с одним накидом. Связали галочку. 2 воздушных петельки. Пропускаю 3 петельки цепочки. 1, 2, 3. В 4-ю петельку цепочки провязываем 1-й столбик с одним накидом. Далее вяжем в каждую петельку цепочки еще 8 столбиков с одним накидом. Всего должно получиться 9 столбиков с одним накидом. 1 столбик с одним накидом, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Провязали первый раппорт. Первый раппорт от 2 петелек воздушных до конца 9-го столбика. Начало и окончание раппорта первого. Приступаем к вязанию 2-го раппорта. 2 воздушных петельки. Пропускаю 3 петельки цепочки. И в 4-ю петельку я провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же петельку цепочки провязываю 2-й столбик с одним накидом. 2 столбика у нас с общим основанием. 2 воздушных петельки, пропускаю 1, 2, 3 петельки цепочки и в 4-ю петельку провязываю 1-й столбик с одним накидом. В каждую петельку цепочки провязываем по 1 столбику с одним накидом. Всего должно быть провязано 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4,
5. Довязали до конца ряда. Связали. У нас получилось в ширину 1. И вот если эти петельки тоже сосчитать, получается 2 раппорта. Приступаем к вязанию второго ряда. Схему читаем слева направо. 3 воздушных петельки подъема, 3 столбика с одним накидом. Далее 5-й столбик с одним накидом оставляем без внимания. 2 воздушных петельки. В арочку галочки провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки, и в эту же арочку еще 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки. Первый столбик с одним накидом пропускаем, со второго столбика с одним накидом в каждую вершину провязываем по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 7 столбиков с одним накидом. 9-й столбик с одним накидом первого ряда оставляем без внимания. 2 воздушных петельки, и это начало уже второго раппорта. Приступаю к вязанию второго ряда. 3 воздушных петельки подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и во второй столбик с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом, если берем в учет 3 петельки подъема. В третий столбик с одним накидом вершину провязываем третий столбик с одним накидом. Вершину четвертого столбика с одним накидом первого ряда провязываю четвертый столбик с одним накидом. 5-й столбик с одним накидом первого ряда оставляю без внимания. 2 воздушных петельки, и между 2 столбиками с одним накидом первого ряда вершину галочки провязываем первых 2 столбика с одним накидом. Провязали. 2 воздушных петельки, и в эту же вершину галочки между 2 столбиками с одним накидом первого ряда провязываю еще 2 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки, пропускаем первый столбик с одним накидом первого ряда и вяжем со второго столбика с одним накидом первого ряда 7 столбиков с одним накидом в вершину столбиков с одним накидом первого ряда. 9-й столбик с одним накидом первого ряда оставляем без внимания. Крайние столбики первого ряда мы не провязываем. Получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петельки, и опять в вершину галочки я провязываю первых 2 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же вершину галочки провязываю еще 2 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. Пропускаю первый столбик с одним накидом. Начинаем вязание со второго столбика с одним накидом. В вершину столбика я провязала 1 столбик с одним накидом. Далее в каждый столбик с одним накидом в вершину провязываем по одному столбику с одним накидом. Я провязала 3 столбика с одним накидом. 4-й столбик с одним накидом провязываем в последнюю петельку подъема. Довязали до конца второй ряд. Читаю схему третьего ряда. Схема читается справа налево. 3 петельки подъема. Вершину второго столбика с одним накидом провязываю столбик с одним накидом. Вершину третьего столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину элемента, назовем ее веерочком, провязываю 3 столбика с одним накидом
2 воздушных петельки, и в эту же вершину веерочка провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки, первый столбик с одним накидом второго ряда пропускаем, в вершину второго столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Всего должно получиться 5 столбиков с одним накидом. Крайние столбики второго ряда мы не провязываем. И далее уже второй раппорт вяжем как первый. Приступаем к вязанию третьего ряда. 3 воздушных петельки подъема, разворачиваю вязание и в вершину второго столбика с одним накидом второго ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика с одним накидом второго ряда провязываю 3 столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, и между столбиками с одним накидом второго ряда в вершину веерочка провязываю первых 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петельки, и опять же в эту же вершину веерочка провязываем еще 3 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки, 1, 2. Пропускаем первый столбик и начинаем вязать третий ряд со второго столбика с одним накидом. Далее второй столбик с одним накидом мы вяжем в вершину третьего столбика с одним накидом. Третий столбик с одним накидом вяжем в вершину, получается, четвертого столбика с одним накидом. Четвертый столбик с одним накидом вяжем в вершину пятого столбика с одним накидом. И пятый столбик с одним накидом вяжем в вершину шестого столбика с одним накидом. Крайние столбики у нас остаются без внимания. 2 воздушных петельки. Между столбиками провязываем вершину веерочка первых 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петельки, 1, 2. И в эту же вершину веерочка провязываю еще 3 столбика с одним накидом. Две воздушных петельки, 1, 2. Пропускаю первый столбик и, начиная со второго столбика, провязываю 1 столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика с одним накидом второго ряда провязываю второй столбик с одним накидом. В третью петельку подъема второго ряда провязываю третий столбик с одним накидом. Довязали до конца третьего ряда. Читаю схему четвертого ряда. Это у нас последний ряд раппорта. Далее 5-й ряд, повторение первого ряда. 3 петельки подъема. Схему читаем слева направо. В вершину второго столбика с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Между столбиками с одним накидом третьего ряда вершину веерочка провязываем первых 4 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же вершину веерочка провязываем еще 4 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. Крайний столбик первый пропускаем. Далее в каждый столбик провязываем по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 3 столбика с одним накидом. Крайний столбик не провязываем. 2 воздушных петельки и далее вяжем веерочек, как в первом раппорте. Три воздушных петельки подъема, разворачиваю вязание и в вершину второго столбика с одним накидом вяжем столбик с одним накидом. Должно получиться 2 столбика. 2 воздушных петельки, между столбиками вершину провязываем первых
4 столбика с одним накидом. 1 столбик с одним накидом, 2 столбик с одним накидом, 3 столбик с одним накидом, 4 столбик с одним накидом. Провязали 4 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки, и в эту же арочку провязываем еще раз 4 столбика с одним накидом. Провязала 2 воздушных петельки, далее пропускаю первый столбик с одним накидом и вершину второго столбика с одним накидом провязываю первый столбик с одним накидом, вершину третьего столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом, и вершину четвертого столбика с одним накидом провязываю третий столбик с одним накидом. Крайние столбики третьего ряда у нас остаются без внимания. 2 воздушных петельки, вершину арочки из 2 воздушных петелек между столбиками с одним накидом третьего ряда провязываю первых 4 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же вершину арочки провязываю еще раз 4 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки, вершину, получается, первый столбик пропускаем, вершину второго столбика с одним накидом провязываем первый столбик с одним накидом, и третью петельку подъема провязываю второй столбик с одним накидом. Довязали до конца 4-й ряд. 5-й ряд вяжем по аналогии 1-го ряда. Схему читаем справа налево. Давайте сразу же приступим к вязанию. 3 воздушных петельки подъема. Далее вершину второго столбика с одним накидом провязываю второй столбик с одним накидом, так как 3 петельки подъема засчитываются за столбик с одним накидом. В каждую петельку цепочки, здесь 2 петельки, провязываем по одному столбику с одним накидом. Я буду не в петельке провязывать, а вот за цепочку, таким образом, потому что я люблю вязать быстро. И в вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. Должно получиться у нас 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. 2 воздушных петельки. И между столбиками вершину веерочка провязала 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же вершину веерочка провязала второй столбик с одним накидом. Получилась вот такая галочка. 2 воздушных петельки, в крайний столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Первый. В каждую петельку цепочки провязываем по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 2 столбика с одним накидом. Связали 3 столбика с одним накидом. Далее в каждый столбик с одним накидом провязываем по одному столбику с одним накидом. Две петельки цепочки. В каждую петельку цепочки провязываем по одному столбику с одним накидом. В крайний столбик в вершину провязываю 1 столбик с одним накидом. Должно получиться всего 9 столбиков с одним накидом. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. 2 воздушных петельки. Вершину веерочка
провязываем первый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, в вершину веерочка провязываем второй столбик с одним накидом. Связали галочку. 2 воздушных петельки, в крайний столбик провязываем первый столбик с одним накидом. В каждую воздушную петельку, их здесь 2, провязываем по одному столбику с одним накидом. В вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. И в третью петельку подъема провязываю, получается по счету 1, 2, 3, 4, 5, 5 столбик с одним накидом. Здесь у нас получилось в начале 5 столбиков с одним накидом, в середине 9 столбиков с одним накидом. И заканчиваем вязание 5 столбиков с одним накидом. Это у нас 5-й ряд повторения 1-го, 6-й ряд повторения 2-го ряда, 7-й ряд повторения 3-го, 8-й ряд повторения 4-го и так далее. Сейчас я продолжу вязать образец за кадром. Свяжу, чтобы у меня получился размер вязаного образца 10 на 10 сантиметров, и покажу вам, каким образом выглядит узор и сколько рядов я связала в высоту. Вот такой красивый узор связался. Узор связан крючком. Он очень универсальный. Этим узором можно связать кардиган, топ, жакет, жилет, майку, шапочку, покрывало, пледы, накидки. Узор вяжется очень легко, просто. Если вы посмотрели видео, то сами в этом убедились. Вязала я вот по этой схеме. Всего было набрано 36 воздушных петелек. И 2 раппорта я вязала в ширину. И количество рядов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рядов я связала. Давайте посмотрим, какие размеры образца у меня получились. Измеряю вот здесь вот, не по выступающей стороне края. Так, 9 сантиметров высота вязаного образца и ширина 9 сантиметров. Вязала из пряжи Пехорка нежная, торговая марка Пехорка, а название пряжи нежная. Красивый бирюзовый цвет. Крючок номер 2. Кловер. Страна производства Япония. Кстати, скоро будет новая поставка крючков Кловер, и вы можете их приобрести, если у вас есть необходимость в приобретении очень хорошего и качественного крючка, который, можно сказать, вяжет сам за вас. И он очень удобен, и от него не устает рука. Я вяжу только им. И сейчас новая поставка будет. Будут все номера крючков. Состав пряжи у нежной: акрил 50% и хлопок 50%. Метраж 50 грамм, 150 метров. Я надеюсь, вам видео-мастер-класс понравился. Я объяснила доступно, подробно и понятно, как вяжется каждый ряд узора. Вы можете этот узор взять себе и сохранить в плейлисте, взять в копилочку, и, может быть, он вам когда-нибудь пригодится, и вы присмотритесь к нему и что-нибудь из него свяжете. С вами была Елена. Подписывайтесь на мой канал «Мир рукоделия и творчества». На нем я публикую каждую неделю видео-мастер-классы по вязанию и другую полезную, интересную информацию. Надеюсь, вам на моем канале понравится, и вы для себя найдете что-нибудь интересное, полезное и ценное.
Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах.